Если весной вам почему-то не легче, а тяжелее, это не вам показалось. Вы просыпаетесь уже уставшими, тело как будто медленнее, появляется слизь, отечность, сонливость, тяжесть в голове и в теле. И в какой-то момент человек думает, со мной что-то не так, потому что весна должна же бодрить, солнце появилось. Но в аюрведической логике это очень понятное состояние. После зимы организм может быть перегружен, и весной это начинается проявляться просто сильнее. Через минуту покажу, почему именно весна часто вытаскивает наружу то, что зимой было как будто бы законсервировано. Если вы узнали себя хотя бы в 2-3 пунктах, это видео точно для вас. В этом видео я расскажу о практических решениях для всех проблем, которые я вскрою. И сегодня я поговорю не про модный детокс, не про соковые марафоны, поговорю не про жесткое насилие над телом, я поговорю про весенний онлайн-панчакарму. Мягкую, понятную систему, которая помогает пройти сезонное очищение прямо дома, в своем ритме и без крайностей. Программа начинается 28 апреля 2026 года, и у вас есть еще практически много времени для того, чтобы подготовиться. Она рассчитана на 14 или 21 день и проходит как последовательный процесс: подготовка, основной этап и закрепление. И в этом видео я хочу не просто пригласить вас, а объяснить, зачем это вообще нужно. Почему после панчакармы люди чувствуют, что им легче засыпать, легче просыпаться, становится меньше тяжести, появляется ясность в голове и больше стабильной энергии. Потому что пока человек не понял смысл, он не включается глубоко. А когда понял, он уже не воспринимает это как очередную программу очищения. Он понимает, что телу правда нужен грамотный сезонный переход. С точки зрения аюрведы весной начинается разжижаться и двигаться то, что зимой накопилось. Именно поэтому могут усиливаться слизь, сонливость, отечность, вялость, тяжесть, ощущение внутреннего застоя, весенние аллергии. И здесь очень интересно посмотреть на это еще и современным языком, и я вам объясню в этом видео современные понятия. Поэтому готовьте попкорн, садитесь удобно, начинаем. Когда тело долго живет в режиме перегрузки, инерции, тяжелого питания, сбитого режима и низкой двигательной активности, страдает не только пищеварение. Человеку становится сложнее просыпаться, сложнее держать фокус, сложнее чувствовать внутреннюю собранность, то есть страдает не только желудок, страдает вся система саморегуляции. И вы обратили, наверное, внимание, что во многих видео я именно про это рассказываю, потому что аюрведа разбирает основы заболеваний различных. И вот эти принципы – это одни из причин многих заболеваний. Психологически это ощущается так. Я все понимаю, но как будто не могу включиться. Или я все время откладываю, я не чувствую легкости внутри, я хочу собраться, но тело не дает. И вот тут панчакарма важна не только как очищение, а как перезагрузка ритма, потому что ритм очень важен для нашего организма. Не как подвиг, а как возвращение управляемости своим здоровьем. Теперь давайте разберем, что именно может измениться за 14-21 день. И это как раз те пункты, которые люди видят на лендинге, но не всегда до конца понимают. Ссылка на лендинг под этим видео. Сначала разберем сон, потому что многие удивляются, почему улучшение сна вообще связано с очищением.
Первое, сон становится глубже, спокойнее, легче засыпается и становится легче просыпаться именно после правильного очищения. Почему так происходит? Потому что когда тело перегружено, нервная система не чувствует внутренней завершенности дня. Человек может быть уставшим, но не восстановленным. А когда вы постепенно упрощаете питание, снижаете внутреннюю перегрузку, проходите домашние процедуры, обращаете вообще внимание на то, что происходит в теле, вы начинаете уменьшать лишний хаос и для тела, и для психики. В аюрведическом языке это более чистое движение по каналам, меньшее количество того, что мешает естественным ритмам, и если говорить современным языком, это меньше лишнего внутреннего шума и больше сигналов безопасности для организма. Поэтому человек часто замечает не магию, а очень понятную вещь. Вечером легче отпуститься. Утром меньше тумана, просыпание становится более естественным. И второй момент – появляется ощущение легкости, уменьшается тяжесть и отечность. Весной многие чувствуют себя как будто налитыми. И мне пишут многие пациенты, пила препараты и вдруг отекла. Лицо отекает, тело ватное, движения медленные, в голове вязкость. И здесь панчакарма работает не через насилие, а через последовательность. Есть подготовка, есть более чистый и правильный режим питания, есть мягкие домашние процедуры, есть травы и масла, которые подбираются по душе. Есть понятный маршрут, а не хаос, и он более индивидуальный. Когда у тела появляется система, оно перестает все время тратить силы на внутренний бардак. И отсюда приходит ощущение, я как будто подсох, меня перестало раздувать, я стал легче вставать, у меня появилось больше пространства внутри тела. И важный третий момент. Появляется ощущение контроля и ясности в голове. Это очень недооцененный эффект. Люди думают, что панчакарма это только про ЖКТ, что-то почистить, что-то вывести. Нет. Когда у человека хаос в режиме, хаос в питании, накоплена тяжесть, много внутреннего бардака, внутренней инерции, он теряет не только легкость, он теряет ощущение, что вообще управляет своим состоянием. И когда программа выстроена по шагам, день 1, 3, мягкий вход, день 4, 10, основная часть, день 11, 14, завершение, закрепление, человек снова попадает в понятную структуру. А психике очень нужна структура. Когда есть структура, становится меньше тревожного ума. В наше время это очень важно. Когда есть последовательность, появляется ощущение «я понимаю, что делаю». А это уже само по себе лечебно для перегруженного человека. Четвертое. Питание становится понятным. Очень многие люди живут не в контакте с телом, а в попытке все время его переубедить. И те, кто интересуется аюрведой, и те, кто начинает, и те, кто вообще об этом не слышал, то переедает, то резко ограничивает, то делает детокс, то срывается, то снова пытается начать с понедельника. В программе питание не строится на голодании. Оно упрощается, но остается теплым, полноценным и поддерживающим. Это отдельно подчеркнуто в материалах программы. И благодаря этому у человека впервые появляется другой опыт. Не я себя ломаю, а я, наконец, понимаю, что меня поддерживает. Пятое. Энергия становится стабильней. Не взрыв на 2 дня, не возбуждение, а более ровное состояние. Это очень важно. Потому что у многих сейчас не дефицит мотивации, у многих дефицит устойчивой энергии. И когда разрушается пищеварение, когда появляется режим,
Когда тело получает не перегрузку, а поддержку, человек начинает чувствовать себя собраннее в течение дня. Без этих резких спадов, когда утром вы уже как будто проиграли день. Шестой момент. Появляется система, которую можно повторять. Вот это, на мой взгляд, одно из главных достоинств программы, которые я провожу онлайн. Вы получаете не просто набор советов из интернета, вы получаете систему, материалы, видеоуроки, методичку, схемы, список покупок, рецепты, меню, рекомендации по режиму и средства и наборы по вашей доше. То есть очень индивидуально. То есть вам не нужно собирать все по кусочкам. И это очень ценно для взрослого занятого человека, у которого нету лишних 21 дня для экспериментов. Кстати, у меня уже есть материалы и большой плейлист про панчакарму. Поездку в Индию, более глубокий формат прохождения. Вы можете посмотреть здесь про мои предыдущие поездки в Индию, так как я каждый год действительно езжу для себя и поддерживаю свое тело. Я рекомендую посмотреть его тем, кто хочет вдохновиться и увидеть, как может выглядеть поездка в Индию на панчакарму и также онлайн панчакарму, потому что я провожу их каждый год и уже много видео на эту тему. Рекомендую вам найти время и посмотреть. Но если сейчас у вас нет возможности поехать в Индию, нет 21 свободного дня, именно столько проводится хорошая панчакарма, нет ресурсов выпадать из жизни, онлайн-формат как раз может стать очень разумным решением для вас. Потому что эта программа проходит дома, в привычном ритме, в привычной обстановке. И в среднем на основные шаги требуется около час-полтора. При желании глубже и дольше, но как минимум это время. И в зависимости от темпа прохождения и глубины практики вы тратите от часа до нескольких часов в день. Ну, к примеру, самомассаж можно делать 3 минуты, а можно делать 15-20 минут. Теперь коротко, как программа вообще устроена. Есть несколько дней на подготовку в самой программе, есть основной этап и есть заключительный этап, когда мы закрепляем результат. Также есть пакет рассаяна, это для тех, кто уже разбирается в панчакарме, и вы понимаете, что можно укрепить тот эффект, которого мы достигли за счет нашего поэтапного очищения. И это очень важно, потому что проблема большинства очищений в том, что они не учитывают ни вход, ни выход. Просто программа когда-то начинается, когда-то заканчивается. А здесь логика совершенно другая. Подготовить, провести, закрепить. Именно поэтому это не похоже на никакие модные детоксы. Это похоже на систему, которая существует уже на протяжении нескольких тысяч лет и подходит для современного человека. Это не история быстро скинуть лишнее, потом откатиться назад. Это история про более мягкий, грамотный, сезонный переход, который просто необходим каждому именно весной. Итак, форматы участия. Они сделаны так, чтобы вы могли выбрать не самый пафосный вариант, а тот, в котором вам реально будет спокойно. Есть формат «все сам» для тех, кто хочет идти самостоятельно. Есть с поддержкой, самый популярный формат, где уже есть сопровождение и ответы на вопросы в общей группе. И есть личное ведение. Это для тех, кому нужна максимальная глубина, персональный подход. И это честный подход, потому что вы рассказываете про свои проблемы, и я вам даю не только набор для вашей доши, а еще травы, которые помогут вам укрепить эффект. Поэтому уровень вовлечения, он тоже разный. Отдельно скажу важную вещь. Панчакарма – это не тема, где нужно отключать голову и просто всем идти вместе. Это очищение, в котором нужно максимальная включенность. Есть состояния, при которых проходить программу не нужно. Беременность, грудное вскармливание, острые состояния, выраженное недомогание, тяжелое истощение или сильная слабость. А при хронических состояниях, постоянной терапии и сомнениях лучше выбрать формат с поддержкой или личным ведением, потому что там я смогу вас проконсультировать перед началом панчакармы и рассказать, что же вам необходимо для более глубокого понимания себя.
Я отдельно рекомендую посмотреть видео, ссылки на которые вы найдете под этим видео. Аюрведа предупреждает состояния, при которых панчакарма опасна. Это важно, если вы решили пройти панчакарму. И еще один важный момент. Я не просто веду программу, я сам прохожу панчакарму, езжу в Индию, наблюдаю этот процесс в клиниках, общаюсь с докторами, присутствую на консультациях, сам очищаешь каждый год. Плейлист по панчакарме вы можете посмотреть здесь и также под этим видео. То есть для меня это не теория и не маркетинговая история. Это часть моей многолетней практики и опыта. И онлайн-панчакарма построена именно так, чтобы человек мог пройти этот путь спокойно, медленно и прям дома. Без ощущения, что его ломают, куда-то нужно ехать, без иллюзии, что все решится за один день. Поэтому мой совет простой. Не спешите покупать что-то на эмоциях. Сначала изучите материал по панчакарме, видео под этим видео, там есть ссылка на лендинг, гид, который вы можете изучить, там детально все описано. Посмотрите ролики про физические токсины, про ментальные токсины, про домашнюю панчакарму из предыдущих моих лет, про подготовку, про противопоказания, все под этим видео вы найдете. И тогда у вас сложится цельная картина. А дальше вы уже спокойно сможете решить, нужен ли вам этот формат сейчас. И если вы чувствуете, что весной ваше тело каждый год как будто вязнет, если тяжесть, слизь, сонливость и внутренний застой у вас знакомы, то, возможно, в этом году не нужно просто терпеть. Возможно, в этом году телу нужен грамотный сезонный переход. Напишите в комментариях слово «весна», если вы узнали у себя это состояние. А также напишите, что вам интересно узнать про панчакарму в следующих видео. Я могу рассказать эффект панчакармы на ЖКТ, на микрофлору кишечника, на тревожность и бессонницу, на то, как панчакарма действует и работает при лишнем весе. Также могу рассказать, как панчакарма и процедуры действуют на кожу, на суставы и на вегетососудистую систему. Также могу записать видео панчакарма при разных состояниях. А если хотите подробно разобраться в теме уже сейчас, откройте ссылки под этим видео. Также помните, что по четвергам я отвечаю на ваши вопросы во многих соцсетях, в Телеграме в том числе, пока что там это мой основной канал. А скоро я буду в Максе и там тоже буду отвечать. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и задавайте вопросы прямо под этим видео.